Всем привет! Наконец-то продолжение лимитки «Бэтмен. Первый рыцарь». Ну, не будем тянуть. Меня зовут Мортом. Приятного просмотра. Все еще ждем информации от наших корреспондентов из тюрьмы Блэкгейт по поводу Майрона Дейла, которого должны были казнить сегодня ночью. А пока весточка летит до нас, мы предлагаем послушать о нашем чудеснейшем спонсоре «Лучшее мыло для мастеров». Леди, если ваш муж хочет наибелейшую рубашку, то... И мы видим, как за Бэтменом наблюдают люди. В частности, это священник, сотрудники тюрьмы вместе с начальником, а также родственники самого Майрона. Капитан, глядя на Бэтса, выпаливает. «Еще не готов». Начальник подхватывает. «Капитан Дебесса прав. Нужно еще больше времени на прожарку». Реакция жены Майрона, кстати, бесподобная. «Это не мой Майрон. Кто он?» И да, все-таки Брюса поджаривают, и он буквально на волоске от смерти. «Вы убиваете его! Да что с вами не так?» Это Джим Гордон. Он вырубает рубильник и тем самым спасает жизнь Бэтмену. «Совсем выжили из ума?» Этого человека не судили и не обвиняли ни в каких преступлениях. Вы не можете его просто взять и казнить. Дебесса поясняет, что на их взгляд этот мужчина в костюме собирался устроить побег. Начальник поддакивает. Да, именно. Вообще, Гордон, Блэкгейт — моя юрисдикция, ты не имеешь права вмешиваться. Но Гордон в стиле Томаса Шелби напрягает. Гордон Шелби. Пока эта тюрьма подчиняется законам страны, конкретно Готэм-Сити, то я имею полное право вмешиваться. Дебесса понял, что Гордон таки прав. Слушайте, легко сказать, но каким, по-вашему, станет Готэм, если этот фрик и вправду освободит всех заключенных? Но весь спич прерывает возглас начальника. «Господь Бог! Он сбежал? Как? Ни один человек не смог бы». Дебесса по-тихому спрашивает Джима. «Слушай, это ж он, да? Тот самый, о котором еще газеты постоянно трепятся». «Да, он зовет себя Бэтменом». «Как он вообще может ходить? Его шарахнули 2000 вольт в конце концов. Поясните, как мертвец может ходить?» Брюс так-то не то чтобы полон сил, но врезать охраннику, что идет на его поиски, вполне себе. Ох, Бэтмен — это загадка Дебесса. Я встречался с ним лично лишь однажды, но парочка моих людей, что пересекались с ним на задании, думают, что он какой-то там демон. Будто он может летать или ходить сквозь стены. Исчезает и появляется словно какое-то инфернальное существо. Гордон звучит как какая-то ахинея. Гордон, Дебесса и Шелби продолжают диалог на тему Бэтмена. Безусловно, главный вопрос сейчас в том, а как он и правда выжил, если предположить, что он человек. Дебесса же говорит. «Ну, мне кажется, что когда вся тюрьма потеряла в мощности, то на момент повторного включения электрический стул как минимум работал в полсилы, а то и меньше. Естественно, он не успел разогнаться, так что шанс, что он получил бы полный разряд, нулевой. К тому же Гордон опустил рубильник, это также снизило урон. Гордон Шелби, не подбирая слов, называет Гордона деревенщиной, на что Джим, не давая себя в обиду, весьма вежливо напоминает, что Великая депрессия как бы еще не закончилась. И как минимум за попытку осудить и убить невинного человека самого начальника можно уволить, но ему всего лишь стоит сказать Гордону спасибо, не более того. Шелби, конечно, это все не пугает, так как он продолжает гнуть свою линию и далее. «Да, Гордон, у нас по городу монстры шатаются, да, оказывается, потому что наш комиссар все-таки размяк». «Что, прости?» «Ты четко слышал, что я сказал, Гордон». Гордон хотел бы своей рукой лично навести порядок, если бы у Горда была бы хоть капля здравого смысла, и на место комиссара взяли бы именно его. Желание, конечно, специфичное, больной ублюдок, который искренне верит, что наведет порядок и сможет избавиться от всяких монстров и фриков лишь благодаря своей чудесной закалке.
Гордон парирует эти выпады. Я прекрасно знаю, что здесь точно что-то происходит. Мы нашли отпечатки пальцев одного из этих монстров, мертвеца, Шелби. Этот человек умер здесь, в твоем электрическом стуле, и эти отпечатки весьма свежие, им буквально пару недель. Шелби не сдает позиции. Ну, если обвинение есть, обвиняй, но перед тем, как ты скажешь еще хоть слово, то подумай вот об этом. Когда суды отправляют кого-то ко мне на казнь, я казню. Заключенный умирает. Если ты пытаешься меня подставить, обвинить в чем-то, перекинуть ответственность со своей некомпетентной жопы, но вмешивается Дебесса. Слушайте, хватит. Репортеры буквально в соседней комнате. Джим, ради всего святого, думаю, тебе пора. Но тут же их перебивает один из охранников, который стоит рядом. Тут есть проблемка, капитан. Машина комиссара, ее угнали. Да, это Брюс. Он угнал машину Джима и успешно добрался до своего дома. Его состояние оставляет желать лучшего, но он, по крайней мере, жив. Он очень рад, что оказался в родных покоях. Конечно, как говорит Брюс, быть сейчас в больнице было бы лучше, но в таком случае его бы быстро рассекретили и сразу же посадили бы за решетку. Тут же он подумывает о личной медсестре, которая помогла бы ему и смогла бы держать его секрет в тайне. Понятно, на что намек. Альфред Бигл, или, быть может, Пенниворт. Создатели, думаю, что-то точно могут провернуть, но вот что конкретно пока не ясно. Возможно, даже и ничего. Чё за нора? Вода даже не горячая. Эй, Джонни! Голос в коробке! Иду. Пока я занят, найдите арендодателя и заставьте его сделать хоть что-то с отсутствием горячей воды. Наша цель остается неизменной, Джонни. Но путь достижения цели поменялся. Просто скажите, босс, и я совсем разберусь. И тут мы видим, что человек в кресле, которого мы видели в первом выпуске в самом начале, наш главный и пока не раскрытый антагонист. Наша цель все еще в том, чтобы сделать Готэм моим. Но чтобы достичь ее, мы должны добавить в список приоритетных целей на устранение 2 позиции. Я внимательно слушаю, босс. Этот фрик. Этот идиот, что одевается как летучая мышь. Принеси мне его голову, Джонни. И если ты оскопишь его и запнешь его же причиндалы ему в рот, то будет даже лучше. Мы подвесим его труп в центре городской площади, чтобы люди знали, что мешать нам не стоит. А вторая цель? Гордон. Этот независимый мудацкий доброделец должен умереть. События переносятся в кабинет комиссара. Комиссар? Думаю, что вы бы хотели знать, что осужденный Дейл был успешно казнен на закате. Ох, и мистер Уэйн звонил. Отменяет ваш ланч. Опять. Похоже, что он действительно заболел гриппом. Похоже на то, подмечает Гордон. 3-й день подряд отменяет. А что там насчет моей машины? Есть новости? Не очень хорошо, что драндулет главы полиции все еще не нашли. Секретарша отвечает отрицательно. Ах, господи. Депрессия, люди-монстры, разгул преступности, и к тому же мы практически на пороге войны. Неужели я так много прошу? Просто вернуть мне мою машину, в смысле? Да где она, черт возьми, вообще может быть? События переносятся в поместье Уэйна. Джули Мэдисон решила навестить Брюса Уэйна. Она замечает, что газета все еще у порога, а значит, он еще и не выходил из дома. Это заставляет ее биться все чаще и сильнее в дверь. «Слушайте, я знаю, что вы здесь одни, и, наверное, не слышите, что творится у входной двери внизу. Но я хочу поговорить с вами». Но терпение у этой особы, конечно же, не водится, что было ясно с ее первого появления. Поэтому она просто входит и начинает осматриваться. Джулия удивляется, что вся эта роскошь для одного человека. В библиотеке замечает на полке в основном медицинскую литературу, к которой, к слову, не прикасались настолько долго, что все покрылось огромным слоем пыли. Бараки по всей стране, а он живет вот так. Это же непристойно. И все эти ружья.
Должно быть, для сафари. Она продолжает блуждать по дому в поисках Брюса. Оказывается, Джули пришла поблагодарить Уэйна, так как производство кинокартины теперь идет полным ходом. Внезапно мистер Уэйн ей отвечает из соседней комнаты. «Да не за что. Теперь, пожалуйста, уйди, пока я...» И мисс Мэдисон просто входит в эту комнату. «У вас травмы от ожогов?» Коротнула в щитке. «Думал, что смогу починить самостоятельно». Джулия резонно отмечает, что, мол, у тебя много денег, почему бы просто не нанять электрика? «Век живи, век учись», — подмечает Брюс. Мисс Мэдисон берет всю ситуацию в свои руки, поясняя, что ее матушка была сиделкой, и она многое знает об уходе за больными. Тут же интересная деталь. Брюс Уэйн во время своих странствий точно путешествовал в Египте, так как мазь, которую он приготовил для себя, для лечения, из трав была создана из листов редкого растения, что растет вдоль Нила. Чтобы отвести подозрения насчет этой тонкой детали, Уэйн рассказывает, что его отец был доктором, поэтому вот такой вот у него интерес к восточной медицине. Спустя время они оказываются на кухне. Джули заваривает чай для двоих. Оказывается, что помимо благодарности она хотела бы извиниться за свое поведение и ее компаньона, но для Брюса это всего лишь пустяки. Так как бывали и люди, что без причин пытались его задеть, а вот эти новоиспеченные знакомые для него, они имели все основания, так что все в порядке. Брюс благодарит Джули за помощь и приглашает ее на просто встречу. Джули же не против, например, сходить на ужин, что-то тихое и спокойное вдали от посторонних глаз. Для нее очень важно, чтобы публичный образ того, что она и Мартин являются парой, не был как-то подвергнут сомнению. Они его создавали специально для прессы, я предположу, что это чистая промо для кинокартины. Людям нужно наблюдать за страстями за кадром. Джули тем временем наконец-то уходит. Брюс же, читая газету, на свое предложение встретиться, говорит: «Сомневаюсь, что это вообще возможно». А тем не менее мы можем заметить, что в свежем выпуске главная статья говорит о событиях, связанных с теми самыми монстрами. Вы слушаете ГГС Радио, где мы рады поприветствовать мэра Винсента Аврила в прямом эфире. Мистер мэр, добро пожаловать. Рад быть здесь, Стюарт, особенно после того самого покушения. Если честно, я и моя жена, мы очень рады, что остались в живых. Сэр, насчет этого. В свете последних событий, связанных с убийствами нескольких чиновников и продолжающего нарастать уровня преступности и хаоса в целом, не могу как-то помочь. Но поражаюсь, хоть кто-то из нас действительно в безопасности. Потому что жители Готэма чувствуют, что все выходит из-под контроля. Потому что нет человека, что мог бы это остановить. Ох, у меня те же вопросы, Стю. Давай напрямую. Я думаю, что каждому из нас ясно, что наша доблестная полиция подвела нас. Именно поэтому я дал Джиму Гордону задание почистить отдел, или же он столкнется с серьезными последствиями. Жужжащим на ухо Шелби, умоляющим о получении рабочего места, полагаю, говорит Гордон. Он выходит к своим сотрудникам. «Дайте угадаю, никто так и не нашел мою машину? Кто-то мог бы позвонить и вызвать мне такси. Я бы хотел поспать дома хотя бы разок. В последний раз я был в таком состоянии при Мезарганском наступлении». Примечание. Мезарганское наступление – это военная операция Атланты во время Первой мировой войны в 1918 году. И после комментария одного из коллег Джим начинает рассказывать подробности об этих событиях. Но мы их не будем описывать здесь. Разговор тем временем прерывает Мёрфи, который сообщает, что такси стоит отложить. «Только не говори, что опять убийство». «Не, хорошая новость». «Да». Вернулся драндулет Гордона. Мёрфи подмечает, что, по словам очевидцев, тот, кто его пригнал, был очень уж похож на летучую мышь. Выйдя из здания, Джим интересуется по поводу мэра, и ему поясняют, что да, все хорошо, он вышел с радио и направляется домой. За ним, кстати, приглядывают полицейские в сопровождении во избежании нового покушения. У Гордона плохое предчувствие, а Бэтмен уже следует по следу мэра.
Мэр же тем временем просит ускориться, потому что чем быстрее он окажется в безопасности, тем лучше. Его пытаются успокоить, что вокруг бронированные машины, вооруженная охрана, но его это не убеждает. Тем временем к мосту приближается самолет, из которого открывают огонь по кортежу. План заключался в том, чтобы в движении выбить машину мэра, и она бы попала под колеса бронированного транспорта позади, что, впрочем, и случилось. В машине рядом мы видим некоего человека, а с ним те двое монстров. Если голос просит кого-то прикончить, то у них нет шансов. Если вы думали, что доживете до рассвета, то есть и другое мнение. И позади появляется Бэтмен. Джонни Хлыст, я полагаю. Кто? Черт! Я знал, что ты с этим связан, видел твою рожу в газете, но ты лишь не более чем обычная шестерка. Пешка. Так перед кем ты разыгрываешь весь этот спектакль? И Бэтмен, не замечая надвигающегося на него зомби, получает смачный такой удар по лицу. Джонни ловит момент. «Одет как чертов грызун и предъявляешь мне за спектакли? Да плевать. Не уверен, как ты узнал обо мне, но ты лишь до кучи очередной труп». И Джонни перезаряжает свой Томпсон вроде. Бэтмен, понимая, что произойдет, пытается сгруппировать выживших. «Так, кто в состоянии встать? Бегите! Пора проветрить комнатку, избавиться от паразитов». И Джонни расстреливает полицейских. «Ты следующий, болван!» Бэтмен метает батаранг, который прилетает аккурат в нос Джонни, не вырубая, конечно, но нанеся весьма заметный урон. Мэр во всей этой заварушке оказывается жив. Брюс поднимает его и говорит, что задержит монстров, чтобы он смог уйти отсюда как можно скорее. Помощник мэра собирается сесть в кортежную машину, но Брюс говорит, что нет, садитесь в их машину. Речь идет о машине Джонни, конечно же. Я позабочусь о том, чтобы они за вами не проследовали, и натягивает кастеты, вступая в рукопашный бой. Безусловно, он по максимуму выбивает дурь из этих чудовищ. Но в какой-то момент его как дешевку ловят за руку и бросают в остатки от машины. Брюс видит, что мэр уезжает. Винсент в безопасности, теперь я, и со спины одно из чудищ наносит удар локтем аккурат в лицо Уэйну. Бэтмен понимает, что если он останется, то его убьют. Джонни же в ярости. «Не дайте этому сукиному сыну сбежать!» И сам встает, хватается за свой пулемет и начинает судорожно стрелять, но не попадает. Брюсу удается сбежать, спрыгнув с моста. Мы переносимся в окрестности Готэма. «Алиса, суп почти готов, иди приведи маму». Пап, а ты веришь в морских чудовищ? Конечно, нет. Тогда это чего? «Господь всемогущий, стань за мной!» И мы видим, как Бэтмен выходит из воды, выглядит весьма инфернально. «Подождите, я никому не хочу причинить вреда. Вода очень холодная. Гипотермия. Этот огонь». «Я тебе сказал держаться подальше, ублюдок!» «А я сказал, что не причиню вреда». Брюс, слегка согревшись, уходит восвояси. Эти люди точно поверили, что та самая гигантская летучая мышь Готэма реальна. Мы опять переносимся куда-то в Готэм. Это кажется неправильным, ведь 10 лет спустя по всему Готэму все еще разбросаны маленькие города. Не то что Чикаго и Нью-Йорк, они другие. Именно поэтому я пришел. Вы голодны, как мне кажется. Собственность синагоги с Робинсон-парк. Большое спасибо, отец. Очень признателен. Это раввин-идиот. Позвольте сказать, я мастер-плотник. Если вашему храму нужна какая-то плотницкая работа, дайте мне знать. Меня зовут Равин Коэн. Приходите, повидаемся. Шалом. И Равин пошел и далее раздавать еду нуждающимся. Однако за ним наблюдают двое. Он здесь. Давай-ка это исправим. И они уводят его подальше в переулок. Чё? Еда для них и ничего для нас? Я все раздал, но если вам необходимо... О, все, что нам необходимо, цапнуть тебя. Все ж знают, что твои люди очень активно размножаются.
Эти ребятки напали на него из-за своих нацистских воззрений. Все потому, что Раввин Коэн еврей. В ситуацию вмешивается Бэтмен, который быстро раскидывает их, но Раввин просит Брюса остановиться. «Пожалуйста, хватит. Не надо причинять им вреда. Ты их защищаешь. От тебя и того, на что ты способен?» «Да». События переносятся в синагогу. «Что ж, мистер Бэтмен, вы оказались в моей лачуге не случайно, да? Вы искали меня?» «Да». «Ну, возможно, потому что вы встревожены. Интересно, почему?» В диалоге Брюс поясняет, что он хочет, чтобы все было куда более безопасным, скажем так. И речь идет про его путь линчевателя. Но он не уверен, возможно ли это. За пару недель, как он начал этот крестовый поход против преступности, его уже избили, подстрелили, отравили газом, пырнули ножом и практически поджарили на электрическом стуле. Раввин же уверен, что да, Готэму без сомнения нужна помощь, но почему это должно зависеть именно от него, от Бэтмена? И в этот момент Брюс снимает свою маску. Вот так просто, без всякого беспокойства. Уровень доверия, конечно, величайший. Но он также добавляет: «Я видел великое зло, Раввин, знаю, на что оно способно». Безусловно, факт того, что под маской оказался Брюс Уэйн, это невероятный шок. Естественно, Коэн прекрасно знает, кто такой Брюс. И здесь начинается небольшая рефлексия. Никогда такого не было, и вот опять. Я знаю, каково это быть жертвой. В ночь смерти моих родителей я был слишком молод, чтобы дать отпор. И тут Горгулья Готэма где-то параллельно избивает Джо Чилла. Кстати, первый выпуск уже на канале. Теперь же я знаю, как драться, чтобы убедиться, что это не случится вновь. Раввин задает резонный вопрос. Ладно, а что ты ко мне пришел? Неужели идти не к кому? Не к кому. Доверие мне сложно дается, а ты другой, отвечает Брюс. В дальнейшем диалоге мы узнаем, что Брюс себя не считает верующим человеком. По крайней мере, на данном этапе он просто не знает, так ли это. И единственное, что, на его взгляд, однозначно существует, это ад. Раввин с ним соглашается, по крайней мере, с последним тезисом, вспоминая Германию. Коэн также верит Гордону, но не верит его отделу, потому что весьма сильно пропитано коррупцией там все. Напоследок он также умоляет Брюса заботиться о себе и добавляет: «Так, в рукопашку с ними тяжело. Может быть...» «Нет, никакого огнестрела. Если сломаюсь, то придам наиважнейший момент в своей жизни». Событие переносится в бордель. Бэтмен наведывается к Тиле, которая первоначально и рассказала ему о слухах про Джонни Хлыста. Безусловно, он пугает ее до чертиков, кто бы и не испугался. Брюс расспрашивает девушку: «Прав ли я, что клиент, что рассказал тебе о своем отряде солдат, и что они были мертвецами, вернувшимися к жизни, был Джонни Хлыст? Он сказал что-нибудь о том, зачем или почему они тут ошиваются?» Она задает встречный вопрос: «А это не очевидно? Кого они шаг за шагом устраняют? Это не просто убийство. Кто-то хочет сыграть по-крупному». Девушка также добавляет: «Да, и править городом». И начинает перечислять должности, имена, одним из которых оказывается Гордон. Кажется, до Брюса дошло, кто будет следующей целью. В этот момент врывается Макси, владелец, который против того, чтобы без его разрешения его девочек допрашивали. Брюс бесится и пришибает его к стене. «И ты будешь у бизнеса до тех пор, пока я тебе позволяю. Чтобы сохранить и закрепить нашу сделку, ты отправишь парочку своих людей к синагоге на Робинсон-парк. Теперь это под твоей защитой. Если что-то пойдет не так, наша сделка мертва». Усек? Макси невозмутим. «Почему? Почему тебе это так важно? В отличие от других батюшек, Раввин даже не наш клиент». «Макси, хорош. Твоя фамилия не Кросс, Крест, а Крихбаум. Немецкая фамилия, к слову. Предположу, что тебе хотя бы каплю не плевать на то, что происходит вне твоих интересов. Но знаешь, это однозначно в твоих собственных интересах, чтобы помочь.
Гордон все еще в участке. Конечно же, работа его не отпускает, так как он старается убедиться, что все, что касается мэра, находится под контролем. По крайней мере, на данный момент. Он выходит на стоянку, где его выкликивает некто. Поговаривают, что вам, копам, нужна помощь. Это все, что вам нужно знать о монстрах. И это, оказывается, Джонни Хлыст собственной персоной. Слушайте, я тут, чтобы исполнять свой гражданский долг. Короче, когда дело доходит до момента, когда придурки все портят, я могу дать вам больше, чем вы даже можете себе представить. Грызите, парни. И на Гордона нападает двое чудовищ. Он пытается сбежать, но один из них успевает вытянуть его за пиджак. Ох, ты не должен смеяться, потому что последний смешок за мной. И достав свой револьвер, Джим отстреливает одну из этих тварей половину башки. Вторая же тварь оказывается куда быстрее и валит на землю Гордона, начиная его душить. Страница 40. Но Бэтмен, вооружившись своими чудесными костятами, успевает на подмогу. Не сегодня, Бруно. Так зовут одного из мутантов. Брюс выбивает дерьмо из Бруно, но и Джонни не лыком шит. Я надеялся на то, что ты появишься. Двое по цене одного. Нравится. Ну, я поэтому подмогу захватил. И появляются еще два монстра. Брюс, все еще избивая Бруно, говорит: больше? Гордон пытается уползти, и на подмогу в этот момент выходит один из копов вместе с пулеметом и высаживает весь рожок, вероятно, убивая чудище. Джонни же также вмешивается. «Ну, вы все себе гробики точно заказали!» И убивает стрелявшего копа. Брюс тем временем сталкивается с новичком, в лице которого узнает Марлона Дейла, того самого, которого казнили буквально в начале этого выпуска. Пока он мешкался, монстр практически его задушил, но бритва в поясе стала спасительным кругом в данной ситуации. И Брюс прорезает ему руку, а затем и вонзает орудие в плечо. Отбившись, Уэйна опять застают врасплох. В этот раз Джонни Хлыст. Он подставляет пистолет к его голове. «Слушай, убийство Гордона должно было стать легкой прогулкой, пока ты не вмешался, болван. Время расплаты». И раздается выстрел. Гордон стреляет в Джонни, вероятно, убивая его. «Слушай, я не знаю, почему ты в рукопашку сражаешься, но так дальше нельзя, Бэтмен. Сражаясь вплотную, как ты, делая из всего этого какой-то извращенный тип позиционной войны, будешь так и дальше делать, умрешь в течение пары недель». Брюс стало было хотел ответить, но Гордон ему не дал сказать. «Послушай меня, вооружись, возьми пистолет, пока не стало слишком поздно. Ай, по крайней мере, подумай над этим, пока мне не пришлось хранить и их, и тебя». На это Брюс успевает отметить, что один из мутантов все-таки еще жив, и зовут его Огара. Дав обещание Гордону подумать, Уэйн возвращается назад в свой особняк и, подойдя к стойке с орудием, что мы видели ранее, берет пистолет. Я уверен, что Брюс свой кодекс нарушать не будет, ведь он это четко дал понять Раввину Коэну, но попытка в интересный клиффхенгер из разряда «О нет, он будет стрелять теперь!» Ну, такая себе затея, но пусть так. Это лучше, чем ничего. Все еще не ясно, что это за твари, кто за всем этим стоит. Моя первоначальная теория, скорее всего, уходит абсолютно на второй план. Я уже ни в чем не уверен, поэтому просто дождемся, что это за голос. Посмотрим, кто это. Один выпуск остался. Он должен выйти где-то в конце мая, так что вот смиренно подождем. Спасибо за просмотр, мой дорогой друг. Пока-пока.